Урок 1. Художественная терапия. Звучит замечательно. Вы в последнее время посещали уроки рисования? Да, у меня есть. Я считаю, что живопись невероятно полезна. Могу себе представить. Это отличный способ выразить эмоции и снять стресс. Абсолютно. Каждый мазок кисти ощущается как снятие напряжения. Мне всегда хотелось попробовать себя в рисовании. Мне кажется, что это очень расслабляет. Вам обязательно стоит попробовать. Создавать что-то с нуля. Это освобождает. Я бы хотела как-нибудь пойти с вами на урок. Это было бы здорово. Мы могли бы вдохновить друг друга на раскрытие нашего творчества. Я в восторге от идеи и вместе погрузиться в искусство. Урок 2. Управление отвлекающими факторами. Перерывы и отвлекающие факторы во время работы могут быть довольно сложными. Я полностью согласен. Я стараюсь ограничить использование социальных сетей, чтобы сосредоточиться. Это умная стратегия. Социальные сети могут легко отвлечь вас от задач. Именно так. Я считаю, что настройка конкретных временных интервалов для проверки уведомлений помогает. Мне стоит попробовать это. Наличие плана действительно может повысить производительность. Определенно. Это позволяет вам сосредоточиться на том, что действительно важно. Давайте поделимся советами о том, как эффективно минимизировать отвлекающие факторы. Отличная идея. Вместе мы сможем создать более продуктивную среду. Я с нетерпением жду реализации этих стратегий. Урок 3. Планирование следующей поездки. Какие-нибудь советы по подготовке к нашей следующей поездке? Определенно. Первым делом нужно определиться с местом. В этом есть смысл. Выбор места назначения закладывает основу для всего остального. Да, и как только мы разберемся с этим, мы сможем планировать мероприятия. Мне нравится, что в каждом месте есть свои уникальные приключения. Абсолютно. Знакомство с новыми культурами и новыми впечатлениями — это увлекательно. Давайте также рассмотрим лучшее время для посещения в зависимости от погоды и событий. Хорошая мысль. Это действительно может улучшить наш общий опыт. Мне не терпится начать планировать это путешествие вместе. Урок 4. Пропаганда перемен. Нам необходимо заставить власти принять необходимые меры в связи с недавними проблемами. Да, будем надеяться на позитивные перемены. Это очень важно для сообщества. Абсолютно. Пропагандистская деятельность может привести к значительному улучшению нашей жизни. Я верю, что когда люди объединяются, они могут оказать мощное влияние. Да, воодушевляет видеть, как сообщества объединяются ради общего дела. Давайте будем в курсе предстоящих инициатив, которые мы можем поддержать. Отличная идея. Участие в местных акциях может усилить наши голоса. Вместе мы поможем осуществить желаемые изменения. Я с нетерпением жду возможности стать частью этого позитивного движения. Урок 5. Столкновение с проблемами. Прежде чем войти в определенное место, важно понять правила.
Интересно, сталкивались ли вы с этим во время путешествий с какими-либо трудностями? Да, в некоторых областях я не знал о конкретных важных обычаях. Это может быть непросто. Знание местного этикета необходимо для беспрепятственного общения. Абсолютно. На собственном горьком опыте я поняла, что некоторые поступки можно считать неуважительными. Могу себе представить. Всегда лучше провести исследование заранее. Да, это помогает нам избежать недоразумений и получать удовольствие от опыта. Давайте хорошо подготовимся к нашему следующему приключению. Я полностью за подготовка– ключ к успешному путешествию. Урок 6. Обеденный опыт. Привет! Ты уже ел в этом ресторане отеля? Нет, я здесь впервые. Есть ли у них хорошие отзывы? Да, я слышал отличные отзывы об их меню и обслуживании. Это обнадеживает. Мне не терпится попробовать что-то новое. Думаю, вам понравятся их фирменные блюда. Вкусы должны быть потрясающими. Звучит отлично. Я всегда готова к кулинарным приключениям. Давайте проверим меню и посмотрим, что бросается в глаза. Да, мне не терпится увидеть, какие вкусные варианты они предлагают. Я очень рад насладиться вкусной едой вместе. Урок 7. Принятие мер. Делайте это шаг за шагом, и вы добьетесь цели. Но, боюсь, я не смогу успевать за всем. Чувствовать себя подавленным– это совершенно естественно, но избавиться от этого чувства помогает. В этом есть смысл. Сосредоточение внимания на одной задаче за раз может снизить нагрузку. Именно так. Прогресс достигается постепенно, и это совершенно нормально. Да, мне просто нужно напомнить себе, что нужно набраться терпения в этом процессе. У тебя все отлично. Помните, что это путешествие, а не гонка. Спасибо. Я ценю вашу поддержку. Это действительно помогает. Давайте продолжим поддерживать друг друга в этом путешествии. Урок 8. Переработка идей. Есть так много вещей, которые нужно переработать и перепрофилировать. Это здорово. Мне не терпится увидеть, какие творческие идеи мы сможем придумать вместе. Да, удивительно, как старые вещи могут обрести новую жизнь, если проявить немного воображения. Мне нравится идея превращения ненужного во что-то прекрасное. Абсолютно. Это не только экологичный, но и интересный проект. Давайте проведем мозговой штурм некоторых проектов, которыми мы можем заняться в эти выходные. Звучит захватывающе. Уверен, мы придумаем несколько уникальных идей. Да, мне не терпится проявить творческий подход и изобретательность. Вместе мы сможем сделать что-то действительно особенное. Урок 9. Предварительное бронирование. Рекомендуется бронировать место не менее чем за 24 часа, чтобы обеспечить себе место. Это хороший совет. Я всегда ценю знать, когда планировать заранее. Да, это помогает избежать стресса в последнюю минуту и гарантирует, что мы не упустим шанс. Я согласен. Заблаговременное планирование действительно может улучшить наше впечатление от путешествий. Кроме того, это часто дает нам лучшие варианты и цены.
Именно так. Мне нравится знать, что перед отъездом все улажено. Давайте составим контрольный список, чтобы не забыть ни одного бронирования. Отличная идея. Это поможет нам быть организованными и подготовленными. С нетерпением жду нашей предстоящей поездки. Урок 10. Макияж и стиль. Я заметила, что сегодня ты носишь макияж вместо обычных спортивных штанов. Ты отлично выглядишь. Спасибо. Сегодня я решила приложить некоторые усилия к своему внешнему виду, даже если это просто по делам. Это действительно видно. У вас всегда есть способ сделать самые простые наряды стильными. Я благодарна за это. Я верю, что небольшое количество макияжа поможет мне обрести уверенность в себе. Абсолютно. Удивительно, как сильно это может повлиять на наше самочувствие. Да, я слежу за карьерой Дидриксон и ее противоречивыми взглядами на стандарты красоты. Это интересно. Важно обсудить, как ожидания общества влияют на нас. Определенно. Речь идет о поиске баланса между самовыражением и комфортом. Я восхищаюсь твоей точкой зрения. Все дело в том, что заставляет тебя чувствовать себя хорошо. Урок 11. Игровой азарт. Я очень хочу попробовать новую гоночную игру и приключенческую игру. Звучит захватывающе. Я много слышал об обеих этих играх. Да, графика выглядит потрясающе, и мне нравится захватывающий геймплей. Я согласен. Гоночные игры всегда интересны, особенно когда вы можете соревноваться с друзьями. А приключенческие игры часто имеют такие богатые истории и прекрасное окружение. Именно так. Это как попадание в совершенно новый мир. Давайте скоро запланируем игровой вечер, чтобы попробовать их вместе. Это фантастическая идея. Мне не терпится увидеть, кто победит в гоночной игре. Это будет круто. Давай тоже не забудем перекусить. Урок 12. Управление прерываниями. Перерывы и отвлекающие факторы во время работы действительно могут снизить производительность. Я прекрасно понимаю. Я стараюсь ограничить использование социальных сетей, чтобы сосредоточиться. Это умная стратегия. Социальные сети могут отнимать у вас много времени. Да, важно создать среду, которая минимизирует отвлекающие факторы. Я считаю, что настройка конкретных часов для проверки уведомлений очень помогает. Абсолютно. Целеустремленное использование своего времени имеет большое значение. Давайте поделимся дополнительными советами о том, как сосредоточиться в мире, полном отвлекающих факторов. Отличная идея. Вместе мы сможем найти эффективные стратегии повышения производительности. Я очень рада вместе улучшить наши рабочие привычки. Урок 13. Планирование путешествий. Какие-нибудь советы по подготовке к нашей следующей поездке? Определенно. Первый шаг — определиться с местом, которое мы хотим посетить. Звучит как отличная отправная точка. Выбор места назначения задает тон всему остальному. Да, как только мы разберемся с этим, мы сможем приступить к планированию мероприятий и жилья. Мне нравится, что каждое место предлагает свои уникальные впечатления и приключения. Абсолютно.
Приятно изучать новые культуры и знакомиться с новыми людьми. Давайте также рассмотрим, какое время лучше всего посетить, исходя из погоды и местных событий. Хорошая мысль. Это действительно может улучшить наш общий опыт. Мне не терпится начать планировать это путешествие вместе. Урок 14. Пропаганда перемен. Нам необходимо заставить власти принять необходимые меры в связи с недавними проблемами. Да, будем надеяться на позитивные перемены. Это очень важно для сообщества. Абсолютно. Пропагандистская деятельность может привести к значительному улучшению нашей жизни. Я верю, что когда люди объединяются, они могут оказать мощное влияние. Да, воодушевляет видеть, как сообщества объединяются ради общего дела. Давайте будем в курсе предстоящих инициатив, которые мы можем поддержать. Отличная идея. Участие в местных акциях может усилить наши голоса. Вместе мы поможем осуществить желаемые изменения. Я с нетерпением жду возможности стать частью этого позитивного движения. Урок 15. Подготовка к визитам. Прежде чем войти в определенное место, важно понять правила. Интересно, сталкивались ли вы с этим во время путешествий с какими-либо трудностями? Да, в некоторых областях я не знал о конкретных важных обычаях. Это может быть непросто. Знание местного этикета необходимо для беспрепятственного общения. Абсолютно. На собственном горьком опыте я поняла, что некоторые поступки можно считать неуважительными. Могу себе представить. Всегда лучше провести исследование заранее. Да, это помогает нам избежать недоразумений и получать удовольствие от опыта. Давайте хорошо подготовимся к нашему следующему приключению. Я полностью за. Подготовка– ключ к успешному путешествию. Урок 16. Поддержка спортсменов. Реакция на предполагаемую необходимость помогать спортсменам тренироваться и соревноваться в международных видах спорта на протяжении многих лет была весьма значительной. Да, важно предоставить спортсменам ресурсы, необходимые для успеха на мировой арене, включая тренировочные центры и тренерскую работу. Абсолютно. Эта поддержка не только повышает их работоспособность, но и способствует их общему благополучию и развитию как личности. Я считаю, что инвестиции в спортивные программы могут способствовать формированию чувства общности и гордости, особенно когда местные спортсмены участвуют в международных соревнованиях. Именно так. Когда сообщества объединяются в поддержку своих спортсменов, создается вдохновляющая атмосфера, которая мотивирует всех участников. Да, и это побуждает молодых людей заниматься спортом, зная, что они могут рассчитывать на поддержку общества и ресурсы, доступные для них. Думаю, важно признать, что эти спортсмены самоотверженно тренируются, часто жертвуют другими аспектами своей жизни. Определенно. Их целеустремленность и настойчивость заслуживают признания и восхищения, поскольку они олицетворяют дух спортивного мастерства. Мне не терпится увидеть, как постоянная поддержка и инвестиции в спорт могут привести к еще большим достижениям в будущем. Урок 17. Ингредиенты для покупок. Пока мы на рынке, я обязательно куплю огурцы для салата и некоторые из этих специй, таких как чеснок, петрушка, имбирь и зеленый лук. Звучит как восхитительное сочетание.
Свежие ингредиенты действительно могут украсить блюдо и добавить ему аромата. Именно так. Я считаю, что использование свежих овощей и трав может сделать простой салат изысканным и сытным. Да, и эти специи привнесут прекрасный аромат на кухню и улучшат общий вкус блюда. Не могу не согласиться. Приготовление блюд из свежих продуктов — это не только вкусный, но и полезный выбор для наших блюд. Абсолютно. Мне нравится, насколько ярким и красочным может быть салат со всеми этими свежими овощами и травами, смешанными вместе. Думаю, нам также стоит добавить в салат немного белка, чтобы сделать его более сытным. Возможно, подойдут курица на гриле или нут. Отличная идея. Добавление белка, несомненно, повысит питательную ценность и сделает блюдо полноценным. Мне не терпится приготовить этот салат вместе. Похоже, это будет восхитительное блюдо, которым я смогу поделиться. Урок 18. Цели фитнеса. Приятно найти режим, который облегчит достижение ваших целей в фитнесе. Постоянство, безусловно, играет ключевую роль. Абсолютно. Есть ли у вас какие-либо предложения о том, как мне разнообразить свои тренировки? Да, я рекомендую попробовать разные виды упражнений, такие как силовые тренировки, кардиотренировки и тренировки на гибкость, чтобы вам было интересно. Звучит как разумный подход. Смешивание распорядка дня поможет избавиться от скуки и эффективно проработать разные группы мышц. Именно так. Вы также можете присоединиться к групповым занятиям или попробовать себя в новых видах спорта. Это может сделать тренировки более приятными. Мне нравится эта идея. Социальный аспект действительно может мотивировать меня сохранять целеустремленность и двигаться дальше. Да, кроме того, всегда интересно осваивать новые навыки и бросать себе вызов по-разному. Мне не терпится изучить эти варианты и узнать, что лучше всего подходит мне для достижения моих целей в фитнесе. Мне не терпится узнать о твоих успехах. Давайте будем нести ответственность друг за друга и по ходу дела будем делиться своим опытом. Урок 19. Наблюдение за погодой. В пасмурные дни иногда бывает мрачное настроение. Если солнечных дней нет, люди часто испытывают сильную депрессию. Да, интересно, как погода влияет на наши эмоции и общее психическое здоровье. Тяжелый воздух может привести к тому, что все становится тяжелее. Именно так. Думаю, важно найти способы поднять себе настроение в эти мрачные дни, возможно, с помощью занятий, которые мы любим проводить в помещении. Абсолютно. Занятия хобби или времяпрепровождение с близкими могут помочь смягчить последствия пасмурной погоды. Я считаю, что выход на свежий воздух даже в пасмурные дни также может улучшить наше настроение. Да, природа не может не дать нам силы, и иногда даже небольшая прогулка может освежиться. Я думаю, что уютное пространство, наполненное теплым освещением, также может иметь огромное значение для создания позитивной атмосферы в помещении. Определенно. Немного креативности в окружающей среде поможет преодолеть влияние сезонных изменений на наши эмоции. Я рад, что мы обсуждаем этот вопрос. Важно знать, как погода влияет на нас, и принимать активные меры, чтобы сохранять позитивный настрой. Урок 20. Праздничные цвета. Красный и зеленый — традиционные рождественские цвета, которые действительно воплощают праздничный дух в праздничный сезон. Абсолютно. Они такие яркие и веселые, что мгновенно привносят ощущение тепла и радости в любое торжество.
Мне нравится, что эти цвета повсюду на Рождество, от украшений до еды и даже на оберточной бумаге для подарков. Да, это действительно создает волшебную атмосферу, особенно в сочетании с мерцающими огнями и праздничной музыкой. Помню, как в детстве я с радостью наблюдала за тем, как поднимаются украшения, казалось, что Рождество уже не за горами. То же самое и здесь. Эти детские воспоминания о предвкушении и радости делают сезон еще более особенным. Я думаю, замечательно, что эти традиции продолжают передаваться, сохраняя дух Рождества для новых поколений. Определенно. Все дело в том, чтобы создать незабываемые воспоминания и насладиться временем, проведенным с семьей и друзьями во время каникул. Мне не терпится окунуться в атмосферу праздника в этом году и оставить новые воспоминания, наполненные смехом и любовью. Урок 21. Устойчивые практики. Рекомендуется бронировать билеты заранее, особенно в разгар летнего сезона, когда спрос на поездки стремительно растет. Абсолютно. Заблаговременное планирование может избавить вас от стресса, возможно, обеспечить более выгодные цены на проживание и авиабилеты. Да, и это также позволяет нам выбирать из большего количества вариантов, гарантируя, что мы найдем то, что идеально соответствует нашим потребностям и бюджету. Именно так. Полезно все уладить заранее, чтобы мы могли сосредоточиться на том, чтобы спокойно провести время вдали от дома. Я полностью согласен. Предвкушение поездки — это часть удовольствия, а если все обдумать все детали, становится еще лучше. Да. Кроме того, это дает нам время исследовать и исследовать наш пункт назначения, создавая еще более насыщенные впечатления от путешествия. Я с нетерпением жду начала планирования нашего следующего приключения. Давайте обязательно рассмотрим наши варианты в ближайшее время. Определенно. Чем раньше мы начнем, тем интереснее будет наше путешествие, ведь вместе мы создадим незабываемые впечатления. Не могу дождаться. Вас ждут хорошо спланированные путешествия и все самое интересное, что нас ждет по пути. Урок 22. Экосистемы тропических лесов. Здесь выпадает большое количество осадков, а густая пышная растительность создает красивую и яркую окружающую среду. Абсолютно. Обилие дождей способствует формированию богатой экосистемы, поддерживающей разнообразный растительный и животный мир, что делает эту страну настоящим раем для любителей природы. Да, меня удивляет, как эта пышная растительность способствует общему оздоровлению окружающей среды, улучшению качества воздуха и биоразнообразия. Именно так. Это свидетельство важности тропических лесов и их решающей роли в регулировании климата и поддержании дикой природы. Я считаю, что защита этих территорий необходима для того, чтобы будущие поколения могли наслаждаться красотой и благами природы. Определенно. Вдохновляет то, как сообщества могут объединиться для отстаивания природоохранных мер и устойчивых практик. Мне не терпится больше исследовать этот район. Давайте спланируем поход, чтобы в полной мере оценить потрясающие пейзажи и разнообразные экосистемы. Звучит отлично. Мне не терпится погрузиться в природу и увидеть красоту, которую приносят все эти дожди. Да, мы должны ценить и защищать наш природный мир, наслаждаясь всеми его чудесами. Урок 23. Планы путешествий и достопримечательности. Это разумный шаг. Есть ли какие-либо конкретные достопримечательности или мероприятия, которыми вы хотели бы заняться во время нашей поездки? Я определенно хочу посетить местные исторические достопримечательности,
Знакомство с культурой и историей этого места может быть очень полезным. Звучит великолепно. Мне также интересно исследовать природные тропы и парки. Это прекрасный способ познакомиться с природной красотой этого района. Да, и мы можем заняться различными видами активного отдыха, такими как походы или езда на велосипеде, что будет интересным способом вести активный образ жизни во время путешествий. Абсолютно. Использование общественного транспорта также может дополнить наши приключения и помочь нам лучше общаться с местными жителями. Именно так. Каждый опыт добавит глубины в нашу историю путешествий и создаст незабываемые впечатления. Думаю, нам также следует уделить время отдыху в местном кафе или ресторане, чтобы по-настоящему насладиться местной кухней. Это фантастическая идея. Знакомство с местной кухней может стать одним из самых ярких моментов любой поездки. Мне не терпится спланировать эту поездку. Давайте почерпнем несколько идей и подберем лучшее время для поездки. Мне не терпится начать это приключение. Урок 24. Культурное богатство. Знаете, когда мы говорим о соборах Британии, удивительно, что все они, наряду с нашей литературой и языком, свидетельствуют о культурном богатстве страны. Абсолютно. Каждый собор не только демонстрирует потрясающую архитектуру, но и рассказывает истории, искусство и веру, которые формировали сообщество на протяжении веков. Да, и вы действительно можете почувствовать самоотверженность и мастерство, которые были потрачены на строительство этих великолепных сооружений, на строительство которых часто уходили десятилетия. Я согласен. Впечатляет, как эти соборы выдержали испытание временем, став одновременно культовыми сооружениями и культурными достопримечательностями. Именно так. Посетив их, мы сможем оценить не только красоту, но и историческое значение этих мест в истории Британии. Мне нравится эта связь между физическими сооружениями и историями, которые они представляют. Каждый визит заставляет вас возвращаться в прошлое. Абсолютно. И когда мы читаем литературу, в которой упоминаются эти соборы, мы углубляем понимание культурного контекста, в котором писали авторы. Да, это богатое сочетание истории, искусства и духовности, которое побуждает к исследованиям и размышлениям. Думаю, нам стоит спланировать поездку, чтобы осмотреть некоторые из этих соборов, увидеть их лично было бы очень полезно. Урок 25. Строительные конструкции. Я думал о методах строительства, используемых на юго-западе США, в частности о том, как они удерживают конструкции на месте с помощью деревянных столбов. Это интересная тема. Удивительно, как традиционные методы, подобные этим, адаптировались к уникальному климату и рельефу региона. Да, деревянные столбы обеспечивают устойчивость и поддержку, часто используются в различных типах конструкций, таких как дома и укрытия. Абсолютно. Удивительно видеть, как эти методы отражают как доступные материалы, так и культурные традиции живущих там людей. Думаю, важно понять, как такие методы создают прочную связь между жителями и окружающей средой. Да, и это также подчеркивает важность устойчивого развития. Использование местных ресурсов может помочь минимизировать воздействие строительства на окружающую среду. Я полностью согласен. Инвестиции в традиционные методы строительства могут сохранить культурное наследие и адаптироваться к современным потребностям. Определенно. Давайте подробнее рассмотрим эти практики и то, как они формируют самобытность сообществ на юго-западе США. Я в восторге. Узнав больше об этих методах строительства, мы сможем углубить наше понимание взаимоотношений между людьми и землей.
Урок 26. Праздничный азарт. Они взволнованно спускаются вниз. Так приятно видеть предвкушение на их лицах, когда они понимают, что под нашей елкой много подарков. Да, волшебство праздничного сезона действительно особенное, а азарт, связанный с упаковкой подарков, объединяет всех. Мне нравится, как дух дарения создает такую теплую атмосферу, превращая праздники в время общения семьи и друзей. Абсолютно. Именно эти маленькие моменты, наполненные смехом и весельем, делают сезон таким незабываемым. И я думаю, что радость от открытия того, что находится в каждом подарке, может заразить всех и снова почувствовать себя ребенком. Да, удивительно, как праздничные традиции способствуют такому счастью и сплоченности членов семьи. Я считаю, что очень важно ценить эти моменты, они напоминают нам о том, что действительно важно о любви и общении. Не могу не согласиться. Давайте запечатлеем эти радостные моменты на камеру, чтобы с любовью оглянуться на них в ближайшие годы. Отличная идея! Документирование этих торжеств позволит нам вновь пережить радость и ностальгию по праздникам. Урок 27. Экологичные решения. Определенно. Кроме того, для растений и окружающей среды полезно по возможности выбирать экологически безопасные методы. Я полностью согласен. Выбор экологически чистых продуктов может положительно повлиять как на наше здоровье, так и на благополучие планеты. Именно так. Например, использование органических удобрений и естественных методов борьбы с вредителями может помочь сохранить здоровье наших садов. Да, и эти методы приносят пользу не только растениям, но и защищают полезных насекомых и способствуют биоразнообразию экосистемы. Я считаю, что создание здоровой окружающей среды в долгосрочной перспективе может привести к повышению урожайности и созданию более ярких садов. Абсолютно. Все дело в том, чтобы создать баланс, поддерживающий как наши усилия по садоводству, так и местную дикую природу, обитающую в этом районе. Я рада внедрить более экологичные методы в своем собственном саду. Мне приятно вносить позитивный вклад в нашу окружающую среду. Это отличный образ мышления. Давайте поделимся советами и идеями о том, как мы можем устойчиво улучшить наши сады. Мне бы очень понравилось. Вместе мы можем создать красивые пространства, которые не только приятны, но и полезны для окружающей среды. Урок 28. Театральный азарт. Продолжай. Спектакль начнется, и я уже чувствую ажиотаж в воздухе. Это будет потрясающий спектакль. Не могу дождаться. Ожидание живого театра всегда захватывает дух, а зрительская энергия только усиливает атмосферу. Абсолютно. Есть что-то волшебное в том, чтобы наблюдать за тем, как талантливые актеры воплощают историю в жизнь прямо на наших глазах. Да, и мне не терпится увидеть, как режиссер интерпретировал сценарий. Каждая постановка предлагает уникальный поворот сюжета. Именно так. Удивительно видеть, как различные элементы, от сценографии до освещения, могут влиять на общее впечатление. Я согласен. Мне нравится погружаться в мир, который они создают. Это все равно, что на пару часов оказаться в другой реальности. И давайте не будем забывать о музыке и звуковых эффектах. Они играют важную роль в задании тона и улучшении сюжета. Абсолютно. Я верю, что каждая деталь вносит свой вклад в волшебство театра, превращая его в полное погружение. Я рад поделиться этим опытом с вами.
Давайте насладимся каждым моментом, а затем обсудим наши мысли. Урок 29. Рабочий стресс. Эй, вы заметили, насколько напряженной была работа в последнее время? Кажется, все чувствуют давление. Да, у меня есть. Нагрузка значительно возросла, и это сказывается на всех нас. Именно так. Думаю, важно найти способы справиться со стрессом, чтобы сохранить хорошее самочувствие и продуктивность. Абсолютно. Перерывы и практика внимательности действительно могут помочь немного снизить это давление. Я полностью согласен. Даже короткие прогулки или техники релаксации могут существенно повлиять на то, как мы справляемся со стрессом. Да, и нам очень важно поддерживать друг друга в это напряженное время. Небольшая поддержка может иметь большое значение. Думаю, нам следует спланировать некоторые мероприятия по сплочению коллектива, чтобы помочь всем расслабиться и восстановить связь. Отличная идея. Создание позитивной атмосферы может повысить моральный дух и способствовать сотрудничеству. Мне не терпится увидеть, как мы сможем реализовать эти изменения, это сделает нашу работу намного приятнее. Урок 30. Хобби и интересы. Эй, есть ли у вас хобби или интересы, которыми вы увлекаетесь вне работы? Да, мне нравится рисовать и играть на фортепиано. Оба занятия позволяют мне творчески выразить себя и расслабиться. Звучит замечательно. Я всегда восхищался людьми, которые умеют создавать произведения искусства. Видеть, как твои идеи воплощаются в жизнь, должно быть приятно. Это действительно так. Есть что-то волшебное в том, чтобы взять чистый холст и превратить его во что-то значимое. Могу себе представить. Кроме того, игра на пианино должна быть отличным способом передать свои эмоции с помощью музыки. Абсолютно. Мне нравится, как музыка может передать чувства, которые иногда невозможно передать словами, что делает ее мощной формой выражения. Мне бы очень хотелось увидеть ваши работы или послушать, как вы играете. Это должно быть невероятный опыт. С удовольствием поделюсь. Давайте запланируем день, когда я смогу показать вам свои последние картины и сыграть для вас несколько песен. Похоже, это идеальный план. Мне не терпится окунуться в ваш творческий мир и оценить ваши таланты.